Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Добрый день. Добрый. Заказ идете, да? Ну, вас, если вы на Садовую, то вас. А на Садовую я. Да, садитесь. Сейчас, секунду. Да, вижу. Субботний день, без отдыха, работа. Да. Типа того. Без отдыха. Да не субботний здесь ни при чем. Погода. Если погода хорошая, то работы мало. Если погода плохая, то работы хватает. Тогда надо заклинать дождь. Всегда, да, таксистам. Чтобы люди не хотели идти, а захотели ехать. Тем более... С утра встаю с бубном, прыгаю вокруг фикуса и прошу дождь. Всегда, каждое утро. Но пока это не прибавляет сильно много денег в работе, потому что, как правило, все равно катаешь, ну, короткие поездки, коротыши. Но машина хорошая, новая. Ну, она или, не новая. Или почти новая. Ну, она 17-го года, просто я за ней слежу. Не даю пить в машине и курить, поэтому она как новая. Не похоже на двухлетнюю. Похоже, как будто, ну полгода максимум. Ну, если за собой хорошо следить, вот я за собой хорошо слежу, мне тоже не дают мои года. А из-за машины, да вообще за всем, да чем угодно, если ухаживать и следить за ним, за этим, то будешь выглядеть чуть моложе, чем надо. А по стоимости машина вроде как не из дешевых. Да нет, ну я купил ее 1 000 000 рублей 2 года назад. Без 6 тысяч, 994 тысячи она стала. И на машине за 1 000 000 рублей можно работать в такси. Можно и за 10 миллионов на Майбахе, там, за 15 работать в такси. Просто будет другой клиент, другой тариф. Ну, другой тариф, да, и будут другие деньги, конечно. Так и возможно. Ну а что? У нас страна такая, что, к сожалению, вот если жизнь тебя ставит в определенные обстоятельства, то тут уже не до выпендрежа, как говорится. Ну, не выглядите человеком, которого жизнь сильно бьет. По крайней мере, по внешнему виду, по интеллекту. И странно, что в такси, а не в какой-то компании, не в бизнесе. А каким бизнесом-то, интересно, сейчас можно заняться? У меня мыслей нет по этому поводу. Если у вас есть, поделитесь со мной. Я с удовольствием воспользуюсь. У меня вот небольшая компания, алкоголем занимаюсь. Ну, то есть вы владелец? Владелец, это громко сказано. Ну, бизнес ваш? Бизнес мой, да. Ну, значит, владелец, как громко сказано. Ну, громко, не громко. Я в том смысле, что нет огромных оборотов, но, тем не менее, если сравнивать предыдущие года вот с этим годом и планами на будущее, то объемы, как ни странно, растут. Ну, прекрасно. Получается, что я, когда смотрю телевизор, я правительству верю, что у населения зарплаты растут, потому что конкретно мою продукцию население покупает. Вот не знаю, не проводил опросы с горя или с радости, но сам факт. Ну вот что, отлично тогда, ну вот вы говорите так, то устройте меня, если я перспективный, молодой, солидный, устройте меня к себе тогда в бизнес и поработаем вместе, нет? На данный момент пока вакансий штат вот видите, заполнен. Вот все так говорят, вот как только доходит дело до конкретики, у всех какие-то нюансы, штат заполнен, не сейчас, вот моя визитка, позвони там, как бы, а по факту вот вам, собственно говоря, ответ на этот вопрос.
что бизнесом не так просто влезть куда-то и заняться чем-то, понимаете? Ну, то есть нужны либо какая-то удача, да, чтобы вот где-то что-то совпало, либо какие-то условия подвернулись. Человек, который реально вот на мой вопрос, устроите меня на работу, говорит, давайте попробуем. И на следующий день я выхожу к нему на работу. Но пока так не происходит, и пока так не происходит у дохрена количества народа, ведь вот та шутка по поводу того, что которые все стебут, что таксисты все бывшие бизнесмены, миллионеры, она не шутка, потому что такси действительно является тихой гаванью для многих разочаровавшихся людей в бизнесе, когда действительно происходит, либо отжимают бизнес, либо кризисы, либо еще чего, да, и люди оказываются в такси очень много. И да, поездки бывают длинные, люди делятся своими вот этими вот историями. А выглядит это так, что каждый там только вчера, был в списке Forbes, а сегодня эконом катает. Ну, эта страна у нас такая, сука, да, так и происходит, это правда. Ну, может быть, не в списке Forbes, но у кого-то была жизнь до такси, там, возможно, гораздо лучше. Вот и все. Хорошо. Сколько конкретно вот... На 100 тысяч я готов. Вот 100 тысяч рублей берете меня, я готов пойти на 100 тысяч рублей. Попыток сколько было сделано поиска работы? У меня? Да. А я их не прекращаю никогда. Я постоянно... Вот, видите, вы ко мне сели, мы с вами затеяли разговор. Ну, то есть, был же у меня шанс, пускай маленький, что, например, у нас срастется. Ну, предположим, у вас была бы вакансия какая-то, там, суперменеджера, и я бы к вам пошел, вы сказали, блин, у нас сейчас так все замечательно, нужно только подносить дрова в топку, и все будет. То есть, не надо там в холодных звонках, да, там сидеть и мозги, простите меня за выражение, людям там каким-то непонятным звоните, говорите, у вас есть минутка, я готов вам рассказать. Ну, то есть, это без этого, да, то есть, все типа солидно. Специалисты в рекрутинговых компаниях говорят, что если вы 30 раз за месяц не сходили на собеседование, то это значит, что вы не искали работу. Знаете, люди вообще много говорят, особенно в рекрутинговых компаниях. И этих болтливых существ я тоже знаю. Всех. Не лично, но со многими общался. У меня большой опыт поиска работы, невероятный. И собеседований, и вообще что, как, чего. Ну, сколько пассажиров за день получается? Ну, блин, от 10 до 20. Ну, если с каждым поговорить по поводу работы, тогда получается, что, в принципе, можно и попасть в это количество, про которое рекрутинговые компании говорят. Ладно, 160 рублей. 150. 160. У меня в заказе показало... Нет, 160 рублей. Мне важно, что у вас показало, могли ошибиться. 160 рублей. Дружище, у меня в заказе показало 150 рублей. Это в заказе у вас показало 160 рублей. Я вам 10 рублей прощать не буду, понимаете? Ну, я не буду платить больше, чем я увидел в заказе. Я еще раз объясняю. Вы видите, 160 рублей я не знаю, за что там эти еще 10 рублей. 160 рублей. Вот посмотрите, вот ваша поездка, вот экран. Написано 160 рублей. Вы дали 150, с вас еще 10 рублей. У меня ровно столько было в заказе. У меня в заказе было 150 рублей. Я не буду платить больше ни на рубль, ни на 10, ни на 100. Объясню еще раз. Вот я сидел, вас ждал. Понимаете? Ну, то есть, я приехал, нажал на месте, вас не было. Вот эти 10 рублей, это ваше ожидание. То, что я вас ждал. Поэтому, когда вы вначале смотрели поездки, там было написано 150 рублей. А сейчас получается 160, потому что перерасчет за счет того, что было ожидание. У меня не было никакого ожидания. У меня было 150 рублей поездка. Вы не понимаете, я вам объясняю. У вас показано в момент заказа поездка 150 рублей. Но, когда я приехал и нажал на месте, у вас включился ожидание. Вы могли нажать еще до того, как приехали на место. У меня в заказе показано 150 рублей. Я вам 150 рублей заплатил, и я мы сейчас что, качели это устраиваем за 10 рублей, что ли? Да. Ага, дерьмо полное. Ну, то есть вы мне тут всю дорогу рассказывали, какой у вас, типа, бизнес, как хорошо работает. Вы там, считай, миллионер, и вы... На самом деле это удивительно. Вот ей-богу, мужчина, это... Я даже материться буду. У меня, сука, через одного олигархи, торгующие нефтью, всякой. Как, сука, делать до расплаты, я уже про чаевые вообще молчу. Как до расплаты, прости 2 рубля, прости 3 рубля. Вам всем прощать эти бабки. Штанов не напасешься. Я не собираюсь этим заниматься. Я кепку сейчас с вас сниму, 10 рублей давайте мне. У меня в заказе было... Да мне насрать, что у вас в заказе. Иди-ка сюда. Да?
У меня в заказе было 150 рублей, я 150 рублей оплатил. Сколько вы меня ждали, не ждали, это вопрос, он дискуссионный. Бля, вот реально, я буду материться, вот честно могу сказать. Так нельзя поступать. Тем более, когда вы, сука, всю дорогу тут понтуете. У меня денег столько, у тебя сколько? Ты в такси работаешь и 10 рублей не можешь доплатить. Я от тебя ожидал. Было ожидание. Меня никто не ждал. Я подошел вовремя. Я понял. Оплатил поездку 150 рублей. Значит, мы делаем тогда так. Я сейчас звоню в Яндекс и говорю, что вы меня у меня кинули на бабки, вы мне не доплатили. Пойдет и вас блокируют, хорошо? Звоните. Все, иди отсюда. Иди. Сука. Да хуй на эти 10 рублей. Просто бесит то, что эти... Сука. Слышь, а чё в такси такой, типа и в такси? Вот я бизнесмен. Я вчера сделку на 6 миллиардов оформил. На 6 миллиардов, сука, долларов, даже не рублей. И выгребает все до рубля, это в лучшем случае. А в худшем случае он просто, как сейчас, не доплачивает. Не, я буду в Яндекс звонить. Или писать. Вот как, вот что делать с этими ублюдками? Понять не могу. Вот что с ними делать? Как вот себя вести? Напишите мне, как поступать с этими, вот с такими вот похожими ситуациями. Как с ними поступать, расскажите мне. Я вот реально не понимаю. Башку за 10 рублей, ну не вариант. Что с ним делать? Понятно, что Яндекс, даже я напишу ему, Яндекс как бы позвонит ему, скажет, такое было, он начнет эту хуйню свой вплетать. Я пришел вовремя, мог, да. Скажет, ну хорошо, вот вам еще купонов на бесплатные поездки. Вот она, несправедливость. А справедливости в жизни нет, друзья мои. Ее нет. Правильно говорит Билл Гейтс на всех своих лекциях с самого начала. Друзья мои, запомните, самое главное в жизни: справедливости не существует. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.